Ну а что тут делать? Ну тут же никак не допрыгнуть. Ну конечно. Всегда одно и то же. Всегда все заканчивалось именно так. Я доходил до 7-го уровня, я утыкался в непреодолимую стену, и игра вылетала к херам. И тем не менее я начинал заново и еще много раз проделывал тот же самый путь. Почему? Потому что у меня было всего 2 картриджа. На одном 10 тысяч игр, по факту 6 простейших, а на другом 7 реально классных и интересных игр, из которых именно в эту мне почему-то хотелось играть больше всего. И именно она единственная из всех бесцеремонно висит на 7-м уровне. Да, тут много было крутых игр. Робокоп 3, Черный плащ, Микки Маус, Чудеса на виражах. Но по какой-то причине самая странная игра на этом картридже под непонятным названием Snake 2 притягивала к себе больше остальных. Играя в нее, ты попадал в какой-то игрушечный, но в то же время очень опасный мир. Необычный изометрический ракурс придавал объем всему происходящему. И чем выше ты поднимался по крутым уступам этой горы, словно сложенной из конструктора, тем больше ты начинал ощущать себя альпинистом, покоряющим, не знаю, Эверест. С каждым новым уровнем, с каждой покоренной высотой просыпался какой-то кураж, какой-то азарт. И чем выше ты находился, тем сильнее было желание подняться еще дальше и увидеть, что же там на вершине. После 4-го уровня внезапно сменялась текстура горы, и из игрушечно-шахматной она превращалась в шипасто-каменистую, где опасности поджидали на каждом шагу. Сколько времени мне потребовалось, чтобы преодолеть эту полосу из шипов на исчезающем ковре-самолете? Сколько недель я бился над загадкой перед водопадом, где было совершенно непонятно, куда двигаться дальше. И я так и не разгадал ее. Зато разгадал мой дружбан Иля. Никогда не забуду его голос из телефонной трубки, кричащий: «Пашка, я прошел то место в Snake 2!» А 7-й уровень, подъем по которому был уже не таким крутым и сложным по сравнению с предыдущими, уже вселял некую надежду, что самое тяжелое позади, и вершина уже близка как никогда. Если бы не этот сраный гейзер, который появляется только один раз, когда ты берешь этот сраный будильник и тычешься в стену до тех пор, пока игра не сломается нахер. И так каждый раз. И нет выхода. Да, мы пробовали серии дойти вдвоем до этого места, чтобы один из нас взял будильник, а другой запрыгнул на появившийся гейзер, и быть может он подбросил бы его выше. Нам удалось дойти туда всего дважды, и оба раза запрыгнуть на гейзер нам не удалось, из-за того, что эта скотина непредсказуемая и все время появляется в разных точках. Ну и далее следовал краш. Лишь спустя лет 10 я узнал причину этого сбоя, которая заключалась в напутанном пиратами коде, где в момент, когда вы берете будильник и должна была появиться анимация гейзеров, не очищался регистр банка графики, и данные игры копировались не в то место, из-за чего впоследствии все переклинивалось и висло. В общем, для меня эта игра наиболее яркий пример того, что китайцы после разве что неубиваемого Шредера. Ее не было больше ни у кого из моих друзей. Хотя нет, у одного была. Но она у него была точно на таком же, картридже, где точно так же висла. Кстати, в Snake Rattle and Roll, а именно так на самом деле называется эта игра, были еще скрытые варп-зоны, которые позволяли перепрыгивать некоторые уровни. Мне удавалось найти варп на 1-м уровне, который забрасывал на 3-й. И там же на 3-м был переход на 5-й. Но ни на 5-м, ни на 6-м, ни на 7-м я варпов не находил. Так что обойти это смертельное место было невозможно. С появлением эмуляции я, конечно, эту игру прошел, так как на оригинальном роме никакой проблемы с этими фонтанчиками не было. Они там постоянно бьют из воды не переставая, и пропрыгать по ним так несложно. Однако есть еще один момент, который не дает мне покоя до сих пор. Когда на 1-м уровне запрыгиваешь в варп или в бонус, вместе со всеми объектами на локации в дыру затягивает какую-то непонятную штуку. Это происходит только в начале 1-го уровня, и больше нигде она не появляется. В детстве мы очень старались с друзьями ее рассмотреть,
Но это было практически невозможно сделать, так как она появляется на экране всего на долю секунды и движется очень быстро. А на паузе, как назло, ее тоже не поймать, потому что при нажатии старт все объекты на уровне убираются с экрана и меняются на надпись Hold. Так что остается только догадываться, что... Ну и куда ты несешься? Серьезно? Это была ракета на 8 уровень. Это если бы я знал, все ж могло бы... Нет, так подождите. Так это получается, что все накопленные на уровнях жизни и конты идут лесом. А без них пройти последние уровни, да еще в том возрасте, было бы ох как непросто. Ну хотя да, их можно было хотя бы увидеть. Ну ладно, что не делается, все к лучшему. Вот если бы тут на 6 уровне был варп на 8, вот тогда другое дело. Yeah.